Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличнейшего настроения. Сегодня мы с вами будем делать шкатулочку, еще одну, как я вам и обещала. На прошлом мастер-классе мы с вами делали вот такую шкатулку из картона с нуля. Все я это показала вам, рассказала. Кто не видел, заходите, смотрите. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Шкатулку мы с вами делали эту из картона с помощью молдов. Вот у меня различные молды всякие. Вот. Сюда мы закладывали самодельную глину. Как делать самодельную глину у меня тоже есть на канале. И ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Там 3 способа сделать самодельную глину. Заходите, смотрите. Так вот, значит, закладывали сюда самодельную глину, приклеивали вот все эти декоративные элементы, вот, сделанные из молдов. И вот такую красоту мы с вами создали. Но в этом мастер-классе вот мы с вами будем делать еще одну шкатулочку, но без молдов. Не у всех есть молды, у кого-то есть, у кого-то вообще нету. И человек может даже не знать, что это такое. А хочется что-то сотворить красивое. Вот сегодня мы и будем с помощью самодельной глины и наших ручек мы будем создавать красоту. Мы будем просто лепить. Никакие молды в нашей декорации участвовать не будут, только наши ручки и наша фантазия. Все. Здесь у меня самодельная глина сделана из крахмала и полимерного клея. Вот ей сегодня я и буду работать. Ну что, ребятушки, поехали. Постой, паровоз, не спешите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Нет, ребятушки, не поехали. Пока притормозим. Значит, забыла рассказать вам о самом главном. Я решила провести на своем канале розыгрыш шкатулок. Этих двух и ту, которую сегодня мы с вами сделаем. Ее тоже мы включим в этот розыгрыш. Но сначала сделаю голосование, чтобы я понимала, насколько интересен будет этот розыгрыш моим зрителям. И в описании под видео будет ссылочка на видеоролик, как пройти голосование. Это для тех, кто не знает и никогда не голосовал. Для тех, кто знает, уже я смотрю, некоторые проголосовали. На главной странице моего канала наверху, там, где надписи «Главное», «Видео», «Плейлисты» и есть надпись «Сообщество». Нажимаете на «Сообщество», вас перекидывает на страницу с голосованиями. Вот там вы и проголосуете. Теперь условия нашего розыгрыша и как он будет выглядеть. Значит, условия простые. Входной билетик на наш розыгрыш 100 рублей и подписка на мой Дзен-канал. Все, больше никаких условий я для вас не ставлю. Значит, а как будет проходить розыгрыш? Каждому из участников будет присваиваться число. Вот, допустим, 10 человек участвуют. По мере поступления оплаты за участие я буду присваивать номер. Там 1, 2, 3, 4, каждому свой. Вот. В определенное число месяца, там планирую на конец ноября. Я оповещу всех, когда это будет. Значит, я выйду в прямой эфир, и в программе «Случайное число» мы с вами просто как русская рулетка крутанем вот эту программу, и какое число оно выдаст, тот и будет победителем. Все прозрачно, все несложно, я думаю, и все честно. Все результаты, все вы будете видеть все сами. Ну а теперь поподробнее. Значит, как оплатить? Внизу в описании под видео будет ссылочка. Она так и будет называться «Розыгрыш» и ссылка. Нажимаете на эту ссылочку, вас перебрасывает сразу на страницу оплаты. Оплачиваете 100 рублей, и там же внизу есть окошко для сообщений. В сообщениях пишите фамилию, имя, город, из которого вы. И, значит, мне нужно с вами обратную связь. Для обратной связи мне нужно, чтобы вы продублировали этот платеж в какой-то из моих соцсетей. Либо в ВК, либо в Одноклассниках, либо в Инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео. У кого нет
ни Инстаграм, ни ВК, ни Одноклассников могут в этом платеже в сообщении написать просто свою электронную почту. Так вот, оплатили, написали ВК, значит в ВК вы мне в личные сообщения пишите: Ольга, оплатила я такая-то, такая-то. Все, я смотрю платеж, смотрю вас и вам говорю, отвечаю уже в личных сообщениях, какой у вас номер. Это если у вас ВК. Если у вас Одноклассники, значит в оплате вы пишете такая-то там Петрова, там Маша, город такой-то, Одноклассники. Я уже смотрю в Одноклассниках ваш платеж. Вы в Одноклассниках также мне дублируете. Ольга, оплатила такая-то, такая-то, такой-то город. И я вам в обратку пишу ваш номер. А те, у кого нет никаких соцсетей, тем я напишу на электронную почту. Вот и все. Вот так все это будет выглядеть. Надеюсь, понятно. Я как могу объясняю вам понятнее, потому что, ну, не все понимают. Кто-то может первый раз, так же, как и я сама, я провожу первый раз этот розыгрыш, кто-то участвует первый раз в розыгрыше. Ну, как могла, объяснила. В общем, все ссылочки на мои все соцсети, Одноклассники, Инстаграм, ВК, кому что удобнее, пожалуйста, вот будут в описании под видео. Ссылка на то, как пройти голосование, ссылка на то, как оплатить, все это будет в описании под видео. Еще голосование и оплата розыгрыша у нас будет проходить с 5 ноября, как выйдет этот ролик, по 19, 2 недели, 14 дней. 19 ноября, значит, я сделаю видеоролик, чтобы подвести итоги. Вот. И уже 26 ноября, это будет суббота, выходной день, мы с вами выйдем в прямой эфир. Может быть, с 19 по 26 кто-то опоздавшие еще к нам потянутся, но, тем не менее, я это сразу проговариваю. 19 выйдет видеоролик, чтобы подвести итоги, я скажу, сколько человек участвуют. И 26 мы с вами уже будем в прямом эфире проводить этот розыгрыш. Но это в том случае, если у нас будут желающие. Посмотрим. После того, как определится победитель, мы с ним спишемся, договоримся о доставке, как ему будет удобно, почта, СДЭК, что это отправка и упаковка, все это за мой счет. Все это я сама буду отправлять нашему победителю. Посмотрим, что у нас из этого получится. Победитель сам выберет одну из 3 шкатулок, ту, которая ему больше всего понравилась. Вот ее я и отправлю нашему победителю. Теперь уже точно все. Значит, поехали. Ну что, мои хорошие, сейчас я вам расскажу, что нам понадобится для работы. Ну, соответственно, сама заготовка, наша глина. Тут я приготовила, у меня распечаточки были. Может быть, я здесь декупаж сделаю. Не знаю пока. Ну, приготовила и приготовила. Так, вот такую вот папочку. Сюда выкладывать листики всякие эти, чтобы не прилипали к картону. Затем вспомогательные всякие палочки, кисточки. Посмотрю, что мне пригодится. Дальше нам нужен будет, я буду работать с таким клеем. Вы можете работать с клеем ПВА. Вот. Зубочистки и губочка. Когда я буду делать розочки, буду делать их на зубочистку. И чтобы они у нас не сломались, не испортились, вот так вот буду втыкать. Ну, по ходу работы вам покажу уже все. Так, дальше. Что я сделала? Я отмерила расстояние. Вот это, потому что вот эти вот стыки мы с вами будем все закрывать. То есть вот метром. У меня получилось 10,5 сантиметров. Вот этот вот отрезочек. Вот 4 угла у нас таких. Начнем с них. На бумажке вот я нарисовала примерно, что там я хочу видеть. И сейчас подвигаю камеру
И начнем. Итак, вот видите, тут вот отсюда, где начинается треугольник, это верх. То есть вот он верх. Здесь будет побольше рисуночек, потом он будет сужаться, сужаться, и к низу совсем узенький будет. Начнем с того, что слепим 4 розочки. Вот 4 угла у нас, 4 одинаковые розочки слепим. Беру нашу глину. Чуть-чуть вот беру кусочек для серединки. Шарик катаю. И таких еще 3 шарика делаю, чтобы у нас все розочки были максимально одинаковые. Вот так вот. Убираем остатки. Теперь что мы делаем? Это тоже убираем, чтобы не заветрились. Сейчас делаем первую розочку. Вот так пальчиком формирую как бы лепесточек. Вот такой вот. Потом беру клей, промазываю клеем зубочистку и накручиваю, скручиваю вот эту этот наш лепесточек вот так вот в трубочку. Вот так вот. Вот тут внизу немножечко вот так вот приминаю. Вот это у нас серединочка нашей розочки. Вот для чего нам нужна губочка. Вот я вставляю, чтобы не ложить и не приминалось ничего. Я вставляю, и у меня вот она держит. Давайте мы сделаем с вами все 3 основания. Показываю. Вот такие вот у нас 4 основания. Вот они. И вот я накатала еще 4 одинаковых шарика. Ну, один как пробничек, по которому буду ориентироваться. Вот 3 шарика. Теперь делаем лепесточки. Вот так нажимаем пальчиком и формируем лепесточек. Вот так вот. Вот такой у нас как чашечка получается. Смазываем клеем. Вот тут внизу чуть-чуть. И оборачиваем вот так вот наш бутончик. Вот так вот. Следующий также. Просто вдавливаем. Еще у нас вот такой лепесточек получается. Опять его смазываем клеем. Видите? Теперь следующий лепесток чуть-чуть дальше, но внахлёст на этот лепесток. Оборачиваем. Вот что у нас с вами получается. Третий лепесточек опять раз согнули. Кончик смазали. И завершаем. Оба лепестка мы тут вот закрываем. Вот так вот. Вот что у нас с вами получилось. Итак, ребятушки, вот 4 розочки у нас с вами получились.
То есть первую мы закрутили детальку и 3 лепесточка дали. Теперь вот на этом этапе мы сейчас начнем приклеивать их вот сюда вот. Аккуратненько снимаем. Вот так раз. И оно снимается с зубочистки. Вот оно. Промазываю клеем. Чуть-чуть придавливаю. Чуть отступая от края. Здесь мы листочком закроем. Придавливаем. Вот так вот. Вот. С этой стороны. В эту сторону тоже у нас розочка будет смотреть. Также промазываем клеем. Снимаем с зубочистки. И также ее приклеиваем. Чуть-чуть придавливаем. Не бойтесь, она особо сильно не деформируется. Вот так вот. Вот, 2 розочки у нас друг на дружку смотрят. С этой стороны делаем то же самое. Так, ну вот, приклеили мы с вами розочки с этой стороны. И с этой стороны друг на друга смотрят. А вот в эту сторону, вот сюда, мы с вами будем выводить листики. Тем самым пряча вот это наше основание, где мы приклеивали. Вот. И параллельно выводить сюда листик. Отрываю 4 одинаковых кусочка. Вот так. Вот так. Прям вот отщипываю. Максимально одинаковые. Понятное дело, что не получится прям одинаково-одинаково со всех 4 сторон. Но чтобы примерно. Вот шарик. Чуть-чуть сплюснули и формируем. Вот так вот листочек пальчиками. Вот так формируем листочек. Вот у нас вот такой листочек получился. Тут я взяла вот ножичек. Да можете что угодно взять там. Палочку какую-нибудь. И делаем прожилки. Так. Так. И с этой стороны вот так. Вот такие прожилочки у нас получаются. И теперь этот листочек мы будем приклеивать вот так вот. Чуть-чуть внахлёст на наш бутончик. И вот так вот. Вот так мы сейчас его и приклеим. И сделаем по всем 4 сторонам вот такие вот листочки. Ребят, работать мне надо быстро, потому что все это очень быстро застывает. Вот я вам показала, сейчас за кадром я все это приклею. Вот именно так. Теперь я сделала, вот здесь дополнила нашу композицию еще вот таким усиком. Вот таким вот изгибистым. Со всех сторон. Вот с 3. Вот здесь мы с вами, вот здесь мы будем с вами делать вместе. Вот здесь все уже сделано у меня. Что я делаю? Я беру кусочек глины, раскатываю его в колбаску. Не сильно тонкую совсем, такой средненькой толщины. 5 сантиметров. Отрезаю. Теперь беру эту колбаску и смазываю клеем. Загоняю вот сюда вот. Вот сюда вот. Между листиком и бутончиком. Тяжело мне так. Не видно. И формирую загогулинку.
Просто изгиб. Вы можете сделать, какой вам нравится изгиб. Что-то еще, может быть, придумаете. Вот такой вот. Смотрю, чтобы более-менее одинаково было со всех сторон. Вот так вот изогнула эту колбаску. Это такой усик у нас получился. Вот что у нас с вами получилось пока на данном этапе. Теперь заложу сюда еще один листочек. Вот так вот. Уведу сюда. Что, мои хорошие, едем дальше. Я тут уже немножко поподелала. Добавила вот листочек маленький. Здесь вот маленький усик и тоже листочек. Вот. Что у нас потихонечку нарисовывается. Вот тут я оставила, на чем мы с вами закончили. И сейчас этот угол мы с вами будем делать вместе. Догонять, так сказать, эти углы. Поехали. Вот отсюда теперь берем и выкладываем маленький листик сюда, в сторону нашей розочки. Отщипываю. Колбасочку вот так делаю, а потом пальчиками приминаю и формирую листик. Если много взяла, отщипываю лишнее. Вот такой листочек. Дальше мы ему делаем прожилочки. И вот так. Теперь мы его будем вот сюда вот приклеивать. Я клей налила, вытянула шприцом вот сюда. Мне так удобнее будет, а то палкой не особо удобно. И теперь со шприца я потихонечку, понемножку выдавливаю вот сюда капельку клея. И приклеиваем наш листик вот сюда. И формируем все это аккуратненько. Зубочисточкой подгоняем. Вот так вот. Вот так. Вот что у нас с вами получилось. Вот теперь тут листик, тут листик. Теперь этого листика, вот от этого, вот сюда маленький усик сделаю. Колбасочку скатаю. Где-то сантиметра 1,5. Вот так вот. Вы можете делать свои какие-то узоры, как вам фантазия шепчет. Вот. Что-то свое создавать. Промазала клеем. И теперь вот от этого листика вот так вот. Вот отсюда сюда наискосок. Подгоняем зубочисточкой. А вот здесь мы с вами сейчас пустим листик. Вот отсюда. Чуть-чуть как колбасочку скатали. И пальчиками формируем листик. Уроки лепки и в школе, и в детском саду у всех были. Тут особых навыков таких прям, чтобы быть скульптором, не нужно. И теперь этот листочек мы с вами приклеиваем вот к этому усику, который мы с вами только что приклеили. И приклеиваю. Зубочисткой помогаю. Прячу все вот эти стыки, аккуратненько равняю. Листочек где-то формирую.
Вот таким образом у нас получилось. Вот. Теперь у нас 2 листочка сюда смотрят, больших, 2 маленьких и розочка. С этой стороны у нас сам листочек выглядывает. И вот такой вот усик. Так, друзья, я немножко тут поработала, уже добавила элементиков всяких. Чуть-чуть. Вот как у нас выглядит теперь бока. Добавила немножко вот бутон здесь один и пару листиков добавила. Сейчас мы с вами это проделаем на нашей стороне, на вот этой вот, где мы остановились. Будем добавлять сюда бутончик. Вот в эту сторону. Значит, берем нашу зубочистку сразу. Делаем серединку, как в первом цветочке мы с вами делали. Точно так же скатываем шарик, потом немножко колбаску и пальчиками разминаем. Вот. Вот такую пластиночку делаем. Клеим. Все это промазали. И заворачиваем колбасочку. Вот так, рулетиком прям скручиваем. У основания немножечко вот так вот пригибаем. Так, прижимаем, все. Вот у нас получился такой вот сердцевинка нашего бутончика. Вот здесь мы его располагать будем. Снимаем бутончик. Аккуратненько сняли. Промазываем клеем. И приклеиваем вот так вот. Вот так вот. Теперь добавляем сюда 2 лепесточка сверху. Кругляшок, колбаска. Делим этот лепесточек на 2 части пополам. Вот так вот. Раз, два. Вот этой плоской частью мы будем крепить вот сюда. Вот сюда вот. Смазываю клеем и приклеиваю вот таким образом. Вот так вот. Зубочисточкой равняю все. Второй лепесточек мы будем прикладывать вот этой ровной частью вот сюда, чтобы у нас лепесточек на лепесточек зашел. Смазываем клеем и прикладываем вот так его. Равняем зубочисткой. Все. Вот выровняла все. Чуть-чуть пальчиками придавливаем. Лепесточки чуть расправляем. Вот что у нас получилось с вами. Вот поближе вам показываю бутончик. Теперь мы сверху этого бутончика вот здесь сделаем маленькие листики. Вот здесь я сделала, посмотрите как. Вот они, сверху бутончик. Маленькие листики. Сейчас на белом не видно, но когда мы затонируем все это все будет объемное, красиво смотреться, и каждый штришочек будет видно. Отщипываю прям совсем маленькую вот. Малюсенький. Приплюскиваю, формирую маленький такой листочек. Вот такой вот.
И еще один. Вот такой маленький листочек. И еще один. Вот 3 листочка у нас получилось. Теперь промазываю вот здесь основание клеем. И начинаем приклеивать наши листочки. Один к одному краю. Другой листочек к другому краю. И один посерединке. Сейчас поближе вам все покажу. Зубочисткой все равняем. Смотрите, еще такой момент. Вот здесь вот не нравится мне переход, и здесь я положу еще тоже маленький листочек. Вот здесь вот прям сверху. Показываю вам поближе. Вот что у нас с вами получилось. И вот сверху листочек. Очень тяжело, конечно, на белом показывать все это. Сейчас продолжу оформлять. Здесь сделаю еще загогулинку, какой-нибудь листочки пущу. Возможно, тут еще один бутончик сделаю. Вот я вам показала, как лепить примерно. Сейчас доукрашаю все 4 угла. Пущу еще какую-нибудь загогулинку такую вот из колбаски. Листочки и один, наверное, бутончик. И будем уже дальше двигаться. Ну что, друзья, закончила я оформлять бока наши. Сейчас поближе вам покажу. Вот такая композиция у нас получилась. Добавила еще бутончики розочек. Сейчас на белом фоне здесь очень плохо видно. Но когда это все затонируется, закрасится, рисунок будет четкий, будет видно. Листочки, усики добавила. Вот так вот. Едем дальше. Значит, с двух сторон, вот с длинных, впереди и сзади, я хочу сделать типа рамочки. Я вот нарисовала на бумаге такую фигурную рамку, потом вырезала из картона. И сейчас вот буду находить серединку, прикладывать и обводить карандашом здесь и, соответственно, с этой стороны. Все, отрисовала вот рамочку. Вот так вот. С той стороны я уже налепила тут. Вот так вот сделала я ее, украсила. Вот что у меня получилось. С этой стороны мы сейчас с вами вместе будем делать, украшать. Смотрите, сейчас я буду делать вот эту розочку. Вверху я сделала полную раскрытую розочку. От нее 2 листочка сюда, 2 еще вниз, 2 бутончика. От бутончиков 2 листочка. Здесь 2 листочка у нас. Одинокие усики. И здесь усиками в середине украсила. Сейчас делаем вот эту розочку. Шарик, чуть-чуть колбаску. Делаю лепесточек. Вот что у нас получилось. Вот здесь вот промазала. Беру зубочистку и сворачиваю рулетиком. Вот так вот. Это наша серединка розочки. Ставим ее сюда. Теперь отщипываем 3 одинаковых небольших шарика. Это лепесточки. 3 штучки. Вот у нас с вами 3 одинаковых шарика. Формируем лепесточки. Вот. Придавливаю вот так мизинчиком. Вот так вот. И немножечко вот так вот формирую. Капельку клея сюда на низ. И начинаем оборачивать наш бутончик. Вот так вот. Первый лепесточек приклеили. Также делаем второй. Капелька клея. Второй лепесток мы внахлёст на первый накладываем. Вот.
чуть меньше половины заходим на первый лепесточек, приклеиваем второй. Вот что у нас получается. Формируем третий лепесток. Точно так же. Опять капелька клея. На второй наполовину закладываем ее, чуть меньше половины, и захватываем первый. Вот. Вот так. Вот что у нас с вами получилось. Теперь накатываем 5 шариков маленьких. Первый раз 3 лепесточка, второй раз 5 лепесточков у нас будет. Соответственно, 5 маленьких шариков мы накатываем. Вот они, 5 наших шариков. Чуть-чуть в колбаску, чуть-чуть. И начинаем мизинчиком формировать лепесточки. Капелька клея. Теперь между лепесточками начинаем приклеивать вот так вот. Первый лепесток, второй внахлёст, третий внахлёст, четвертый внахлёст, пятый внахлёст. Все внахлёст идем. Вот так. Чуть-чуть внахлёст. Приклеиваем второй лепесток. Внахлёст на второй. Внахлёст на третий. И это у нас завершающий лепесточек, 5. Внахлёст на 4 и соединяем с первым. Вот смотрите, вот так и вот так вот. Немножко пальчиками формируем. Вот такая розочка у нас с вами получилась. Чуть-чуть дадим ей подстыть, пусть буквально минут 5 постоит, чуть-чуть обветрится. Итак, наша розочка подстыла, подсохла немножечко. Теперь беру ножницами, отрезаю вот здесь вот. Вот так вот. Чуть-чуть вытаскиваю. Вот. Зубочистку и обрезаю. Здесь пальчиками равняю. Вот что у нас получается здесь. Вот такая площадочка. Наношу сюда клей. И приклеиваем вот здесь вот посерединке. Вот так вот. Теперь делаем 2 листочка. Вот так вот отщипываю 2 кусочка и формирую листики. 1. Беру ножнички и вот так вот с краюшку чик. И второй листик также. Теперь приклеиваем листики вот сюда вот. С этой стороны. И второй с этой стороны. Листики приклеила. Теперь прожилочки сделаю. Вот так вот посередине чуть. И вот. Так. Второй также посередине. И 2 с краюшку. Вот что у нас с вами получилось. Сейчас сюда
будем делать 2 бутончика. Ну что, начинаем делать бутончики. Отщипываем 2 шарика одинаковых. Так, лепесточек сделали. Промазали клеем. Делаем рулетик. И второй. 2. Опять 2 шарика. Лепесточек. И оборачиваем этим лепесточком так, чтобы у нас вот это вот соединение, нашего рулетика было наверху. Вот. А лепесточек мы вот так оборачиваем. Вот что у нас должно получиться. Вот наше соединение рулетика. И тут же вот так вот соединение лепесточков. Одним лепесточком обернули. Все. Второй делаем точно так же. Вот такие вот бутончики у нас с вами получились. Теперь эти бутончики снимаем и приклеиваем вот сюда. Аккуратно снимаю бутончик. Здесь все вот так вот поправляю. Наношу клей. И приклеиваю вот сюда вот. И второй также. Теперь делаем по 2 листочка с каждой стороны на эти бутончики. Вот так вот вылепливаю 2 листочка и выкладываю. 2 уже приклеила. Вот я их слепила, листочки. Ножничками. Чик. И теперь вот сюда вот выкладываем. Так. Вправляем. И делаем прожилочки. Так. Аккуратненько здесь все формируем. Вот что у нас с вами получилось. Здесь добавляю еще по листочку и внизу 2 листочка вылепливаю, приклеиваю. Так, приклеила еще по 1 листочку и внизу 2 листочка приклеила. Теперь вот здесь вот нижняя часть. Берем кусочек глины и делаем тоненькие колбаски. Раскатала колбаску. Дальше беру клей наш. И вот здесь вот промазываю клеем, загоняю колбасочку, дохожу до листика, лишнее отрезаю. Вспомогательными какими-нибудь, зубочисткой или еще чем-нибудь. Вот так вот формирую колбасочку. И теперь вот так вот просто продавливаю. Вот так вот. С другой стороны точно так же. Сейчас приклею колбасочку и также продавлю ее. Ну все, приклеила и второй усик. Теперь вот здесь вот в произвольном порядке вот так вот нарисовали. Вот так вот.
И также тоненькую колбасочку скрутила и вот по нарисованному приклею сейчас. Все, усики я приклеила здесь. И с боков украсила тоже. 2 листика приклеила и усики сделала. Вот. Вот. Вот так вот оформили мы низ шкатулочки. Теперь обратите внимание, вот здесь, видите, у нас где стык между рамочкой и самой шкатулкой. Здесь очень некрасиво по всему периметру. Я думала как-то тут тоже тоненькими этими проложить, колбасками. Но колбаски ровные не получаются и неаккуратно. И я, знаете, что придумала? Есть у меня вот такой вот шнурочек. Вот такой вот. И я его в конце уже, когда покрашу шкатулку, я его просто в конце вот так вот по всему периметру приклею аккуратненько, чтобы спрятать все наши косячки вот тут вот. Вот. Если у вас нет какого-то красивого шнурка, можете обычный шнурок взять, вот просто обычный шнурок, приклеить его также, вот спрятав вот эти все стыки. Когда будет краситься вся шкатулка, он тоже покрасится. И, в общем-то, и будет ровненько здесь, и красиво. Можно украсить кружавчиками, у кого, может быть, кружева есть. Я просто варианты вам набрасываю, а вы смотрите, кому что, в общем-то, подойдет. Можно кружавчиками украсить. Ну, в общем, кому как. Ну, вот так можно спрятать стыки. Все это я убираю на сушку, пускай сохнет. Сейчас мы с вами будем заниматься нашей крышкой. Ее будем оформлять. Ну что, друзья, пришла очередь нашей крышечки. Сейчас будем ее оформлять. Значит, наверху крышки, вот я покрасила в белый цвет, я хочу сделать декупаж. У меня есть распечаточка вот такая вот. Мне она приглянулась, тоже розочки. Нам по нашей тематике подходит. У нас розочки везде украшены по шкатулочке. Здесь будет у нас наверху картиночка, тоже розочки. Вырезала я ее, распечатывала я сама, находила картинку в интернете, распечатывала. Принтер у меня струйный, с водными чернилами. И печатаю я картинки на глянцевой бумаге Ламонт, тоненькой, 85 грамм, 90, вот такая вот тонкая. Вот, распечатала, вырезала, вот так вот будем делать декупаж. Но до декупажа я хочу украсить вот эти вот наши углы. И вот тут вот по периметру немножечко тоже как-то оформить нашу крышечку. Здесь с 4 сторон я сделаю просто красивые листики. 4 листика готовы. Начинаем приклеивать. Все, вот сформировала, приклеила. Сейчас со всех 4 сторон буду делать вот так вот. Ну что, все, закончила я с листиками. Вот сделала с 4 сторон. Вот так вот листики. Сейчас мы с вами будем делать декупаж. Вот приклеивать картиночку сюда. Сейчас я ее более овальную сделаю, вырежу. Вырезала я, разметила, как у меня будет располагаться картинка ровненько. Нам нужен будет файлик, вода и клей ПВА. Помещаем нашу картиночку в воду. 2 минуточки полежала, вытаскиваю, выкладываю мордочкой вот так вот на файлик. Чуть-чуть здесь салфеткой впитываю воду и клеем все это ПВА, покрываю. Теперь прямо на файлике вот так вот переворачиваем и выкладываем по меточкам. Теперь беру резиновый шпателечек такой. У кого нет резинового шпателька, можно любой какой-нибудь с визиткой
карточкой какой-нибудь. И вот так вот выгоняем излишки клея из-под картинки. Вот так. От середины к краю ведем. Вот так. Аккуратненько убираем файлик. И вот так вот все подтираем. Оставляем на просушку, пускай просыхает. Потом я сделаю в конце уже. Здесь сейчас я высохнет, сделаю тоже композицию какую-нибудь из, может быть, розочек, может быть, цветочков. Вот. А в конце, когда уже покрашено и затонировано будет, я вот из такого жгутика красивого вот так вот приклею его потом рамочкой. Да, здесь я, наверное, розочки не буду делать. И просто пущу вот здесь 2 листика прямо на рамочку. Здесь по листику и тут. Но это в конце уже вам покажу. Все, тут достаточно все. Так, ребятушки, следующий этап у нас ножки. Будем делать вот сюда вот ножки на нашу эту самую шкатулочку. Итак, друзья, ножки. Значит, я нарисовала шаблончик. Вот он. Ссылочка на шаблон будет в описании под видео. Может, кому-то понадобится, пригодится. Дальше я вырезала из картона этот шаблончик и отрисовала на переплетном картоне. Я буду делать из переплетного картона ножки. По 3 штучки, по 4 на каждую ножку. Вот отрисовала. Вырезать я буду вот таким вот ножичком. Покупала я в строительном магазине. Вот, сейчас вырежу все шаблончики. По 4 штучки на каждую ножку склею между собой клеем ПВА. И будем оформлять. Ну что, друзья, вот 3 ножки я уже сделала. Вот такие у нас получились ножички. Внизу сделала как лапки. Здесь листиком украсила, бортики сделала. Тут тоже листиком. В общем, вот такие 3 ножки. 4-ю мы сейчас будем делать с вами. 4 заготовки из переплетного картона я вырезала. Вот 4 штучки. И одну для толщины вырезала из обычного гофрокартона 3 миллиметра толщиной. Сейчас мы склеим этот бутербродик. Посередине мы с вами сделаем эту детальку. И к ней вот по 2 штучки с боков приклеим нашу заготовочку из переплетного картона. Приклеивать буду на клей ПВА. Сейчас склею детальки, дам высохнуть, потом расскажу, что будем делать дальше. Вот они, все детальки у нас склеены, высохли. Дальше мы с вами будем заполнять вот эту нашу среднюю заготовочку из гофрокартона. Заполнять будем глиной. Кусочек беру. Для чего? Для того, что она мягкая. Вот чуть сожмешь, и она может просесть. Чтобы этого не было, прям вот так вот колбасочки делаю. Дальше кисточкой с ПВА промазываю. И колбасочки загоняю туда вовнутрь. Когда глина высохнет, она не даст потом проминаться этому среднему картону. Он будет жесткий. Все, серединку мы с вами укрепили. Теперь дадим чуть подсохнуть. Пусть глина подстынет. Дальше начнем шпаклевать ножку. Глина наша подстыла тут внутри. Дальше я взяла немного нашей глины и разбавила ее клеем. Вот этим вот, из которого мы делали глину. И у меня получилась такая более жидкая. Более жидкая глина. Вот ею сначала первым слоем начну шпаклевать. То есть прохожусь. Вот так вот. С боков. Вы можете это сделать шпаклевкой,
обычный. Но я вот решила сделать первым слоем глины. Мне кажется, ножка будет надежнее защищена. Все, прошпаклевала вот глиной и даю постоять, высохнуть. Глина высохнет, затем пройдусь шпаклевкой. После того, как высохнет глина, пройдусь шпаклевкой акриловой, универсальной. И все это зашкурю гладенько. А потом мы с вами будем украшать. Ну что, мои хорошие, заготовочка наша высохла. Я ее отшкурила всю. Вот теперь она гладенькая вся. Теперь вот здесь вот будем делать лапку вот такую вот. Смазываем это место клеем ПВА. Затем беру кусочек глины, отщипываю и прикладываю вот сюда, к низу ножки. Чуть-чуть пальчиком прибиваю, как бы формирую вот так вот. Потом зубочисточкой вот так вот равняю все. Лишнее пальчиком вот так раз убираю. А теперь делаю пальчики. Вот так вот. И формирую их. Вот у нас так получилась лапка. Затем, вот тут у меня от шнурочка я решила взять, вот немножко распустила его. И вот этими вот отдельными шнурочками, маленькими, тонкими, украсить тут по краю. Беру клей и наношу его вот так вот по краю, тоненько. Прикладываю нашу веревочку и формирую тут с краешку. Излишки клея сразу все подбираю. Лишнее отрезаю. Вот что у нас с вами получилось. Теперь с этой стороны, с этой, сделаю точно так же, приклею. Так, ну вот что у нас с вами получилось. Приклеили с двух сторон вот эти вот полосочки от нашего шнурочка. Теперь в середину сюда пустим листик. Отщипываю кусочек маленький глины, формирую листочек, ножничками делаю маленькие надрезики и клею. Формирую здесь прожилочки. Вот так у нас листик получился в серединке. И по краям сейчас тоже два таких листика сюда вот приклею. Вот с двух сторон. И ножка наша будет готова. Закончила все ножки. Вот они, 4 штучки. Отправляем, пускай сохнет наша последняя ножка. А мы с вами пока будем красить нашу шкатулку в белый цвет. Все у нас тут уже высохло. Я буду работать вот с акриловой краской. У меня вот остатки вот такой краски. У вас может быть какая-то другая белая краска акриловая. Вот кисточка.
И начинаю прокрашивать кисточкой полностью все в белый цвет. Дам первый слой, высохнет. Потом дам второй слой. Прокрашиваем все. И наши розочки, все наши вот эти вот липные элементики. Все прокрашиваем кисточкой. Сейчас прокрашу на первый слой со всех 4 сторон. Дам высохнуть. Потом еще пару слоев дам, чтобы у меня шкатулочка вся была белая. Крышку точно так же. Всю покрашу, только не буду трогать вот эту вот картинку нашу. Итак, друзья, все выкрасила я в белый цвет полностью нашу шкатулочку, крышечку выкрасила в белый цвет и покрыла лаком. Лаком я покрывала вот таким лакро бесцветный. По светлым поверхностям, если я крашу мебель в белый цвет там или еще какие-то элементы, там шкатулки или еще что-то, бутылочки, если крашу белой краской, то покрываю обязательно только вот таким лаком. Он не дает желтизны. Все остальные лаки, вот очень много я перепробовала акриловых лаков, дают желтизну. Рано или поздно желтизна будет. Этот лак не дает желтизну ни сразу, ни со временем. Поэтому по белым поверхностям я покрываю вот таким лаком. Покрасила, лаком покрыла. Теперь мы с вами будем делать вот здесь вот рамочку. Вот самый коротенький возьму. Клей. И буду начинать приклеивать. Клеем провела. Теперь начинаем вот так аккуратненько по кругу приклеивать наш шнурочек. Все, готово, приклеила. Теперь будем здесь наверху выложим 2 листочка, с боков 2 и внизу 2. Розочки мы здесь не будем делать, у нас внутри розочки, а листочками мы украсим нашу вот рамочку. Ну вот, показываю, что у нас получилось. Листики наклеила. Все, больше лепить ничего не буду. Лишнее уже будет. Сейчас я их аккуратно покрашу тоже белой краской, только листики. И покрою лаком. А дальше начнем с вами тонировать. Итак, ребятушки, пока наша крышка сохнет, мы сейчас с вами сделаем краску для тонировки. Я возьму краску акриловую, той, которой я красила нашу шкатулку. Немножко кисточкой выложу вот сюда вот этой краски белой. Так, затем у меня вот такой колер универсальный черный. Я добавлю капельку сюда. Мы будем делать серую краску, светло-серую краску. Прям вот макнула. Вот еще что хочу добавить сюда. Все, мне достаточно. Всегда учитывайте, что после высыхания краска еще чуть-чуть ярче будет. То есть вот когда она влажная, мокрая такая еще, да, не высохшая, она вроде как светло-серый цвет. При высыхании она будет чуть темнее на оттенок. Начинаем тонировать. Я тут уже оттонировала вот немного. Вот видите, как объемный получился такой вот. Сразу видно, где у нас листочки, лепесточки, розочки. Так вот. Вот видите, сразу все видно. Вот здесь вот средний рисунок наш не оттонированный. Вот для сравнения. Бок оттонированный, этот нет. Тут непонятно еще где что. А здесь уже четко проглядываются листочки. Наш бутончик. Все видно. Сейчас я вам покажу, как я тонировала. Берем нашу серую краску и начинаем просто вот так вот прокрашивать. Именно по рисунку. Забиваем во все рельефы. Вот, покрасили.
Теперь берем влажную тряпочку и начинаем вытирать эту серую краску. Вот, вот таким образом. Не бойтесь, что здесь остается, это все сотрется. Вот для чего я и покрываю лаком после покраски основной краской. Вот белой покрасила, дала лаком. Теперь серой краской я спокойно крашу, не боясь, что у меня будет сильное сцепление серой краски с белой, и она не сотрется. Вот, все стирается прекрасно. А если вы не покроете лаком, то серая краска быстро въестся в белую, и не очень аккуратно потом, тяжело будет стирать. Где-то местами не будет стираться, и вид будет не очень аккуратный. Здесь в рельефах осталась краска темная, а сверху мы ее стерли. Тем самым сделали объемный такой более рисунок и просматриваемый. Сейчас серединку также сделаю и сбоку. И крышечку с ножками также затонирую. Ну все, оттонировала и крышку. Вот такая нежная, красивая крышечка у нас получилась с вами. Так, теперь будем нашу шкатулку ставить на ножки. Вот две ножки выставила и обозначила, отрисовала карандашом, где они будут располагаться. Так, теперь вот еще две ножки выставляю вот так к краешку, наискосок и сюда, краешку, наискосок. Придерживаю пальчиком. Раз, два. Теперь смотрите, можно так приклеить их, вот прям как они есть. Что, друзья, начинаем приклеивать наши ножки. Клеить буду на вот такой вот клей титан. Итак, друзья, пока приклеиваются наши ножки, мы с вами оформим внутрянку нашей крышечки. Вот эту часть. Я вырезала переплетный картон по размеру нашей площадки. Вот так вот. Значит, в прошлой шкатулке, в предыдущей, мы с вами обклеивали внутрянку бархатом, обтягивали. Здесь я хочу сделать, у меня есть самоклеющая бумага такая белая, как под дерево. Вот самоклеющей бумагой я и хочу это сделать. Вот так вот прикладываем нашу заготовочку и обрисовываем карандашом. И с учетом, с припусками вот так вот, того, что мы будем загибать вовнутрь, вот так вот отмечаем и вырезаем с учетом припусков. Итак, ребятушки, вырезали. Теперь нам нужно будет приклеить нашу бумагу к нашей заготовочке. Прослаиваем бумагу, отсоединяем ее от основы и клейкой частью, вот так сделаю, чтобы вам видно было, чуть-чуть отступая, вот так вот придавили, переворачиваем. У меня вот резиновый шпателек, я вот так вот придавливаю. Потом потихонечку из-под низу тяну наш слой нижний. Вот так вот. Еще чуть-чуть подтягиваю. Сразу весь слой нижний не снимаем. Все, приклеили. Дальше, чтобы у нас хорошо бумага прихватилась к картону, я беру обычный фен, включаю его на самый горячий воздух и начинаю прогревать нашу поверхность. Тяжело одной рукой держать. Вот прогрела, быстренько раз, зафиксировала. Переворачиваем.
делаем надрезики. Плохо приклеиваются вот эти вот части. Я нашла выход из положения. Я взяла скотч бумажный. Приклеиваем вот сюда вот на краешек. Вот так. Теперь подтягиваю и скотч приклеиваю вот так вот к нашей картонке. Все, держится. Лишнее убираю. Теперь вот тут также лишний скотч отрезаем. Все, вот теперь у нас с вами с обратной стороны надежно зафиксировано. И здесь все аккуратненько. Я буду приклеивать с помощью клей-пистолета. У меня вот такой пистолет. Теперь по краю не проходитесь, потому что будем придавливать, клей может выходить за рамочки и будет неаккуратно. Переворачиваем. И приклеиваем. Вот так. Готово. А еще здесь я хочу сделать вот такой вот трафаретик посередине. У меня вот такой трафарет есть. Я сейчас приложу, найду серединку, приложу трафарет. И мы с вами отрисуем все это по талию. Нашла серединочку, примерила. Беру губочку, обмакиваю в поталь. Смотрю, чтобы ровненько наш рисуночек был. И начинаю прочпокивать вот так вот. Убираем. И вот что у нас с вами получилось. Ножки наши приклеились. Теперь мы будем делать внутряночку. Я уже сделала все заготовки. Это у нас боковые части. Сюда будет вставать. А это дно будет уже в конце закладываться. Все буду подгонять, ребят. Начинать буду с боковых. Вот они у меня четко по размеру сделаны. Я их сейчас буду обтягивать самоклеющей бумагой. Такой же, как мы с вами обклеивали наше дно шкатулки, ой, крышку шкатулки. И этой же бумагой буду полностью обклеивать все наши боковинки и дно. Друзья, хотела остановиться еще на одном моменте. Вот смотрите, это картон, и все равно здесь нет четких углов. Вот, поэтому, чтобы у нас не проглядывал вот серый наш картон, посмотрите, я прошлась белой красочкой везде по периметру, вот тут в углах. И теперь, если я вставляю, вот сейчас буду приклеивать, если у нас где-то и есть зазорчики, то их особо видно не будет, потому что там будет белая красочка. И тогда у нас будет все аккуратно. Ну что, ребятушки, готова наша серединка. Все, внутряночка. Вот тоже сделала такой же трафаретик, как и на нашей крышечке. Вот что у нас с вами получается. Так, теперь я буду вот эти вот места все, вот тут стыки, и вот здесь вот обклеивать, приклеивать вот этот шнурочек. Вот так вот. Полностью по кругу. Внизу обклею, приклеивать буду на вот этот клей. Со шприца потихонечку вести и приклеивать. Этот обклею низ и верх. И потом расскажу, что еще сделаем. Ну что, ребятушки, показываю, что получилось. Вот так мы с вами обклеили все наши стыки, спрятали
аккуратненькая такая, тоненькая тесемочка. Ну вот, теперь я хочу, так как у нас здесь вот немножко золото присутствует, и на нашей рамочке, на крышке тоже вот золото, немножечко хочу позолотить. Золотить буду по талию жидкой. Если у кого нет потали, может пройтись акриловой краской золотой, можно серебряной, кому какая понравится. Вот таким образом сейчас все пройдусь, позолочу и ножки позолочу слегка. Ну что, мои хорошие, показываю, что у нас получилось. Вот такая вот шкатулочка. Позолотила я ее всю, по краешкам прошлась нашего декора, по верхушечкам. Вот такая вот у нас очень нежная такая, прям воздушная шкатулочка получилась. Вот наша внутряночка, вот такая тоже очень интересная. Получилась беленькая, с такими вот, с золотым рисуночком внутри. Все. Ну что, ребятушки, все. Наш очередной мастер-класс закончен. И вот его результат. Получилась такая нежная, такая воздушная шкатулочка. Сейчас я вам более подробно покажу все. Внутрь мы заглянем, рассмотрим все наши мелкие детальки, ножки и все. Вот такие вот 3 красавицы. Они будут участвовать в нашем розыгрыше. И победитель выберет ту шкатулочку, которая ему больше всего понравилась. Ну, а если вам понравился этот мастер-класс, если он был вам полезен, не забывайте, пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Не забывайте про мой дзен-канал. Ссылочка на него будет в описании под видео. Туда тоже подписывайтесь, потому что опять идут разговоры, что YouTube нужно закрывать. В общем, чтобы не потеряться, подпишитесь, пожалуйста. И тогда мы будем с вами всегда на связи. Теперь по поводу проплаты за участие в нашем розыгрыше. По этой ссылочке вы можете не только проплатить участие, но вы можете и помочь каналу. Ни для кого не секрет, что сейчас монетизацию отключили на YouTube. И если честно, то тяжко. Тяжко, потому что нужно подкупать какие-то кисти, краски, ну, в общем, вот расходники. И было бы здорово, если бы мне немножечко помогли. В общем, я была бы очень благодарна. Если у кого-то возникнет такое желание, то по этой ссылочке вы можете также пройтись и что-то, какую-то помощь оказать моему каналу. Вот. Ну что, ребят, сейчас я вам сделаю обзор, покажу вам все. Готовлю еще один интересный мастер-класс. Он будет очень большой, объемный. Но пока он будет готовиться, между дел я буду, в общем-то, какие-то другие мастер-классы для вас делать, не менее интересные и не менее информативные. Вот. Значит, 19 числа, напоминаю, у нас с вами подсчет, подытоживание нашего розыгрыша. 19 числа я буду... выйдет ролик, в котором я вам расскажу о наших итогах. Все, показываю вам все, а я с вами пока прощаюсь. До новых встреч!